Как создать сеточную стратегию с профитом от 5% в месяц, чтобы она прошла всю историю торгов, нас не ликвиднула и, собственно говоря, не застряла в сделке на года. С этими вопросами мы сегодня будем разбираться и поможет нам в этом два скрипта. Первый скрипт – это скрипт торговой стратегии, в которой мы будем, собственно говоря, вводить комбинации сеточных стратегий. Он нам будет визуализировать сделки на графике и тестировать на всей истории торгов с начала торгов на бирже OKX данного актива .USDT фьючерсы. А второй скрипт нам поможет подобрать на текущей истории графика комбинацию, которая у нас подходит под определенные параметры оптимизации и, соответственно, фильтры. Давайте с вами начинать. Будем сначала настраивать второй скрипт. Во-первых, направление long длинное, внешний сигнал, источник сигнала мы никакой не используем. Количество баров у меня доступно 20 тысяч, тут 25 с запасом укладываемся. Сортировать будем по профиту, количество комбинаций 10 будет в таблице, на самом деле сколько будет, столько будет. И закрываем обязательно последнюю сделку, чтобы у нас не было таких комбинаций, которые сначала хорошо отработали, а потом просто зависли в сделке. Вот. Дальше. Капитал у нас $1000. Проскальзывание ставим 1/100, чтобы у нас не было таких комбинаций, которые закрылись на прям кончиках теней свечи. Вот, что в реальной бы жизни не случилось, да, в реальной торговле. Плечо 10, комиссия 5 сотых и liquidation level 15, он у нас совпадает с уровнем ликвидации в торговой стратегии. Плечо 10 у нас для того, чтобы нам экономить, собственно говоря, обеспечение, вот, и в сделке у нас находилась лишь малая часть капитала. Идем дальше. Параметры оптимизации у меня стандартные с большим шагом, с большими рамками. Вот. Сейчас ничего не исправляю. Единственное, что исправлю в фильтрах, это профит больше 30%. Вот, как показывает практика, это дополнительное улучшение для того, чтобы определить наиболее перспективные направления для дальнейшей оптимизации. Максимальная просадка меньше 90%, минимум до ликвидации больше 50%, и на этот показатель я обращаю особое внимание. Минимальная длина сделки 1344 бара, она у нас на 15-минутном таймфрейме совпадает ровно с 2 неделями. Итак, давайте начинать. Включаем скрипт. И у нас, возможно, вылетать будет вот такая ошибка. Все из-за того, что мы тестируем за один раз по 1000 разных комбинаций. Это довольно-таки сложные расчеты. И нам необходимо просто переключиться туда-обратно в комбинации в части, вот, для того, чтобы у нас прогрузились наши расчеты. Вот. У нас загрузилась первая часть, и в первой части мы не видим никаких результатов, значит, у нас их и нет на самом деле, которые соответствуют нашим критериям, нашим фильтрам. Вот во второй части мы что-то нашли. И это уже хорошо. Правда, на самом деле я вижу, что минимум до ликвидации у нас достаточно маленький, 55%. Это низкий показатель, вот, но как для дальнейшего более перспективного направления мы можем взять, собственно говоря, эту комбинацию, сохраним ее себе на графике. Идем дальше. Третья часть у нас тоже ничего нет. Смотрим в четвертой части. Четвертая часть у нас вылетела по ошибке. Перезапускаем расчеты. К сожалению, сервера TradingView не всегда дают так легко и быстро загружать. Еще у нас одна комбинация, она у нас... нет, я думал, что она совпадает. Она совпадает у нас по профиту, по остальным показателям, но различается по количеству страховочных ордеров. Так, эту комбинацию мы тоже оставим для того, чтобы более точно уже со следующего этапа подкорректировать рамки оптимизации. Вот, в пятой части у нас ничего нет. Окей, работаем с тем, что есть. У нас видим, что 6-8. Давайте поставим 6-10, наверное, с запасом в большую сторону. Шаг 1. Сначала выключу таблицу, поставлю первую часть и поехали, соответственно, уточнять. Шаг 1 ровно, да, у нас больше к единице стремится. 0,8 поставим, 1 и, 1,5 поставим давайте, и шагом 0,1. Окей, идем дальше. Мультиплеер 1,6, строго 1,6, да, давайте 1,2 поставим, больше я смысла не вижу, иначе у нас сетка за 100% уйдет. Мартингейл у нас 2, ровно 2, да, максимизирует, да, окей, мы тогда оставим 1,2, 2, 0,1 шаг поставим. Опять же, если что, сокращу, если у нас итоговое количество комбинаций получится слишком большое. И take profit единица, мы можем сделать следующим образом. Мы можем, например, сделать
чуть-чуть в меньшую сторону 0,8 и сюда до 2, здесь 0,1 поставим шаг. Таким образом, у нас 19 тысяч комбинаций получилось, слишком, я думаю, много. Давайте чуть-чуть меньше сделаем take profit. 1,6, 15 тысяч комбинаций. Ну, в принципе, достаточно, если что, третьим этапом сделаем еще большее уточнение, да, рамок оптимизации. Поехали. Первая часть, пошла у нас загрузка, и бам, что-то мы нашли. 33, уже профит больше при том же показателе минимума до ликвидации, ну, чуть-чуть, да, там на несколько десятых отличается. Это, в принципе, мы можем уже удалить. Вот, это нам уже не нужно. Ну, в принципе, 6 страховочных ордеров с мультиплеером шагом 1.1, мультиплеер 1.5, это достаточно широкая сетка. В целом уже хорошие результаты показывают. Правда, меня не совсем устраивает показатель минимум до ликвидации, но ничего. Я думаю, в любом случае из 15 тысяч частей мы, соответственно, точнее из 15 тысяч комбинаций и 15 частей мы найдем что-то даже получше. 31, уже 56, ну чуть-чуть получше, в целом можем сохранить, опять же, для того, чтобы, возможно, потом максимизировать прибыль, да, чтобы у нас профит был больше и, возможно, как бы сократить риски путем добавления больших рамок мультиплеера, вот, и сокращением, возможно, take профита. Идем дальше. Следующая часть, третья часть. Третья часть, что нам покажет? Что нам покажет? Ничего не показывает. Идем дальше. Таким образом, мы с вами сейчас за короткое время протестируем уже почти 20 тысяч комбинаций. Так, 36 профит мы получили больше при том же показателе минимума до ликвидации, но в целом меня пока напрягает ситуация, что мы не можем выйти на больший показатель по минимуму до ликвидации. Обычно я беру комбинации, у которых 70-80% этот показатель составляет. Вот, но пока у нас таких комбинаций не появилось. Идем дальше. Ну, 36 в целом это максимальный, да, профит, который мы с вами получили. Так, в шестой части ничего, седьмую часть тестируем. У нас в таблице, собственно говоря, не отображаются никакие результаты, потому что они просто не проходят по фильтрам нашим заданным, да. Вот. Таким образом, мы сразу же отсекаем множество ненужных нам комбинаций. Профит не максимизирован, минимум до ликвидации тоже. Соответственно, с этой тоже части я ничего брать не буду. Идем дальше. 9 часть. Так, давай. 9. Что у нас тут? 33, 90. В целом лучше, чем вот это, да, по показателям и профита, и минимума до ликвидации. Давайте на всякий случай сохраним. Я это делаю для того, чтобы, возможно, третьим этапом оптимизировать еще более точно границы оптимизации, да, рамки оптимизации. Вот, поэтому эту тоже сохраним с удалением самой первой. Идем дальше. Осталось совсем чуть-чуть, 6 частей. Вот, ошибка у нас вылетела. Перезагружаем расчеты. Так, давай, прогружайся. Прогрузилось 56,37. Это пока самый лучший результат у нас и по профиту, соответственно, и по минимуму до ликвидации. Это классная комбинация, которую, если, соответственно, мы не найдем ничего лучше, возьмем мы ее за основу в тестирование на всей истории торгов. Если что, как бы условно, если у нас постоянно будет ликвидация, если со стопами у нас будет ну, соответственно, не очень ситуация, то мы просто уменьшим объем первого ордера, и таким образом мы сможем, так, 34, и таким образом мы сможем пройти всю историю торгов. Продолжаем. 34 профит, 55, соответственно, минимум до ликвидации. Это лучше, чем вот это вот 100%. Ну вот, по всем показателям, в целом ее мы можем спокойно взять. Первую удаляем и добавляем вот эту. Копировать, ставить, на графике ее сохраняем. Так, супер. Идем дальше. У нас осталось 4 части. Сейчас быстренько дотестируем. 12, 13, 14, 15, 12. Ничего нам не показывает. Идем дальше. 13, 13, 30. О, ну, наконец-то я дождался. Опять же, да, я
стараюсь всегда брать комбинации, у которых именно показатель минимум до ликвидации высокий, то есть 70-80%, потому что на моей практике, на моем опыте, такие комбинации сеточных стратегий, как правило, проходят всю историю торгов. Вот. Другие же вот с 50%, они, как правило, не проходят всю историю торгов, и приходится прибегать к такому, что так, 30, сейчас еще раз посмотрим, 30, 55, нет, ничего интересного. Приходится прибегать к таким инструментам, как стоп-лосс. Вот. Ну, стоп-лосс в любом случае нам понадобится, я думаю, потому что за всю историю торгов была хорошая волатильность, да, большое падение этой пары. Итак, мы с вами определились, что у нас вот есть самая консервативная, причем она 8, 1.1, 1.5, Martingale 1.9 и Take Profit 1.1. В целом она очень сильно совпадает вот с этой комбинацией, просто здесь не максимизирован профит, да, исходя из того, что мы просто снизили Martingale. Давайте чуть-чуть подкорректируем, соответственно, рамки оптимизации. Видим здесь 7-8, то есть 6 можно 8 поставить шагом 0.1, да, и прогнать чуть-чуть меньше частей, не чуть-чуть, а намного меньше частей. Вот. Дальше SO Step 1, видим 0.9, увидели, да, здесь 0.9, 1.1, значит, к 1,5 мы не движемся от слова совсем. Давайте, наверное, я попробую 0.6 сделать и здесь 1.2 поставить. Вот в эту сторону, в меньшую попробуем. Мультиплеер 1,5, 1.6. В целом можно смело, я думаю, 1.4, 1.6 оставить. Дальше идем Martingale 1.8-2. Так, 1.4 пускай остается. Martingale у нас все-таки максимизирован. Ну, давайте 1.4, 2, наверное, оставим. И по Take Profit посмотрим. 0.9 видим, 1.1, 1.5. То есть, в принципе, 0.8 мы оставляем, а 1.6, 1.6, 1.6. Ну, давайте попробуем чуть-чуть. Так, не то, не туда. Да, давайте до двойки попробуем. До двойки поставить. Посмотрим, сколько у нас итогово получится комбинаций. 5000 всего лишь получилось комбинаций. Супер. Вот. Так, еще быстренько прогоним комбинации. Посмотрим, что у нас получается. Посмотрим, что у нас получается. Здесь сейчас, ну, по идее, должно на порядок больше комбинаций быть. Видим здесь 36, 44, 26. Это чуть-чуть отличается от вот этой. В целом мы можем что сделать? Мы можем смело удалять вот эти вот комбинации. 34. Так, эти удаляем комбинации. И вот эту вот сохраним сейчас. Сохраним сначала на графике. И потом пойдем дальше. В принципе, третий этап оптимизации, он у нас будет быстрее, вот, потому что нам всего лишь 5000 комбинаций нужно прогнать. Так, поехали дальше. Первая часть, давай вторая часть. Вот, во второй части мы видим, ну, у нас 86, 76, 30, 98. Это та же самая комбинация, да, которую мы брали до этого. При этом, ну, здесь мы все никак не можем из 50 выбраться. Давайте так, я сразу же просто отсеку такое огромное количество таким образом, что мы просто поставим больше, наверное, ну давайте 60, хотя бы больше 60, потому что, ну, вот эти вот сразу же комбинации отсекутся, у нас останется только вот эта вот комбинация, которая нам нравится. Вот, идем дальше. Здесь в балансе между прибылью и, соответственно, рисками, точнее, между балансом между прибылью и сохранением своего депозита, я все-таки выберу сохранение своего депозита, чем прибыль. Вот. Итак, здесь у нас получилось 86, при этом максимизировали на 2% прибыль. Сделали мы это путем, да, take profit чуть-чуть повысили. Идем дальше, четвертая комбинация. Так, здесь 32, 75, 86, 8, 09, 1,6. В целом у нас тут только отличается количеством ордеров. Количеством ордеров отличается, а так в целом все то же самое. Просто 8-й ордер у нас был не задействован на текущей истории графика. Но давайте мы сохраним эту тоже комбинацию, если на истории она нам поможет. Поможет тем, что 8-й ордер у нас, возможно, в каких-то длительных просадках вытянет все-таки позицию, вытянет сделку. И давайте последнюю, пятую часть протестируем. В пятой части ничего, все.
тогда мы можем смело что сделать? На четвертой части остановиться, пускай она у нас отображается. Вот. Хотя давайте я пока выключу. Пока выключу оптимизатор и вообще, наверное, ускорю, чтобы он нам не мешал. Итак, определяемся с вами. Здесь, соответственно, исходя из минимума до ликвидации, мы просто можем оставить комбинации, которые нам максимизировали прибыль. Здесь 36, 44, 56, вот эту вот удаляем, эту оставим. Здесь 56, 73, 37, здесь тоже вот эту можно удалить. Вот это у нас остается как самая прибыльная. И дальше смотрим, как самая у нас безопасная. 86-76 у всех в целом, 32-75. Ну вот единственное, что вот эти вот различаются количеством. Это можно удалить, и вот эти вот в целом мы оставляем. Давайте сначала попробуем самую безопасную, потом, возможно, попробуем самую профитную, в зависимости от того, как себя самая безопасная покажет. Окей, начинаем. Переносим все данные в нашу торговую стратегию. Поехали. У нас давайте возьмем, наверное, с большим количеством страховочных ордеров. Если что, потом подкорректируем. Шаг 0.9. 0.9. Дальше мультиплеер 1.6 сохраняется. Martingale 1.9. 1.9. Take Profit 1. 1.2. И первый ордер 1% от депозита. Предварительно видим, что чуть-чуть мы не укладываемся в нашу первую задачу, чтобы у нас месячный профит был больше 5%. Вот у нас 4,23 получилось. Но, как я сказал, что в балансе между прибылью и безопасностью я выберу безопасность. Вот. Таким образом мы с вами настроили стратегию. Так, еще раз, мы с 8 страховочными ордерами настроили. Итак, давайте тестировать. Так, сейчас еще секунду посмотрю, чтобы у нас... А у нас вот здесь вот минимум до ликвидации совсем не совпадает. Такое может быть, как бы расчеты в индикаторе отличаются от торговой стратегии. Давайте-ка я снижу количество страховочных ордеров. Минимум до ликвидации все равно у нас 29,32 у нас прибыль. Прибыль почти совпадает, просадка 34, чуть побольше. Да, возможно такое, что у нас могут какие-то комбинации различаться. Давайте попробуем все-таки пробить на все истории. Скорее всего, у нас будет тогда ликвидация при таком, конечно же, показателе. Если что, мы введем вот эту вот максимизированную по профиту и посмотрим на нее, как она себя будет вести на истории, на все истории. Слушайте, я даже не ожидал такого, но мы на самом деле проходим всю историю торгов. При этом вау, это прям классный результат. 21-й, 22-й год отторгован, 23-й год, 24-й, 25-й. Слушайте, ну это вообще потрясающе. Это прям с самого первого раза такую показать доходность, это прям очень круто. Очень круто. Мы 2377% получаем за всю историю торгов. При этом максимальная просадка у нас всего лишь 70%. Количество сделок 10 152. При этом прибыльные сделки, это которые закрылись без минуса, то есть фактически, да, если смотреть на усреднение, то вот у нас здесь сделка закрывается, то вот эти вот сделки верхние, они в минус закрываются. Но за счет того, что мы набираем объем больше по мартингейлу, у нас, соответственно, общая линия без убытка смещается, и, соответственно, за ней же take profit смещается. Вот, очень крутой показатель, очень крутой показатель. Мне прям захотелось даже протестировать самую прибыльную. Давайте мы так и сделаем, попробуем таким образом протестировать. Это причем с 7, да, ордерами мы протестировали. Давайте все-таки попробуем 8 ордеров. 8 ордеров ставим. Так, идем дальше. Шаг 1,1. Мультиплеер 1,5. Martingale 2. Take Profit 1,1. И так тоже посмотрим, что у нас. У нас по минимуму до ликвидации, но он у нас, опять же, такая ситуация может возникать из-за того, что у нас старт торгов вот 1.02, и он именно с этой точки начинает отсчитывать сделки. Вот, таким образом, как бы показывает такой минимум до ликвидации. Вот, и у нас обновилось уже, что ли, 3400, у нас было 2 с чем-то. Сейчас посмотрим, 3400. Или этот и показатель был, что-то у меня я забыл, какой показатель. Так, ну мы видим, что у нас... у нас еще стоп-лосс добавился, что ли?
Нет? Так, много-много картинок. Нет, стоп-лосса не добавилось. Здесь... Мгм. Но это у нас 100% не проходит. Вот, не проходит данная комбинация, поэтому давайте вернемся просто к самой безопасной. К самой безопасной, да, хватит? Так, тебя тогда можно уже удалить. Вот, и мы просто оставим, давайте еще с 8, да, попробуем страховочными ордерами. 8, 0,9, 1,6, Martingale 1,9, Take Profit 1,2. Вот, у нас, собственно говоря, две комбинации, которые самые сейфовые, вот, самые безопасные, и давайте их тоже попробуем на всей истории торгов протестировать. По итогу определимся с самой лучшей комбинацией сеточной стратегии для пары DOT-USDT, фьючерсные контракты, вот, собственно говоря, начиная с 2020 года торгов. Смотрим, да, 3,420, при этом у нас максимальная просадка не изменилась, 69%, 11 тысяч количество сделок кратно увеличилось. Ты, скорее всего, прогрузился как раз тот отчет, где я просто прибавил плюс 1 количество страховочных ордеров. Вот, супер, 3,420, это, по-моему, рекорд, не помню, можете посмотреть предыдущие мои видео, вот, там я, собственно говоря, тестировал другие пары. Вот, ну а на сегодня мы с вами в целом выполнили все задачи, у нас, собственно говоря, стратегия прошла всю историю торгов. Вот, получили мы крутой результат, 3420% за всю историю торгов. Это очень крутой результат прям. Давайте покупка и удержание посмотрим. Ну, мы кратно обогнали покупку и удержание. Кратно обогнали, потому что у нас вот тут только в начале росла и потом уже пошла в минус сразу же покупка и удержание. То есть если бы мы купили в 2020 году, 24 июля, и просто бы держали, мы бы столько не заработали. Мы бы, наоборот, сидели сейчас в долгом минусе. Поэтому как бы между активной торговлей и простым инвестированием, покупкой активов не всегда, не всегда, так скажем, приоритет на стороне просто покупки и удержания. Вот. Как видите, активная торговля нам показала отличнейший результат, без всяких стоп-лоссов, без всего. Сеточная стратегия прошла все, соответственно, года торговли, вот, и прекрасно нам дала хороший результат по итогу со сложным процентом, который выражается в 3420%. Все, спасибо всем за внимание, всем профита, смотрите предыдущее видео, комментируйте данное видео, пишите, какие активы еще разобрать, под какие активы еще подобрать сеточные стратегии. С радостью запишу для каких-то еще активов подобные видео оптимизации. Все, всем спасибо за внимание, всем профита, пока-пока.